Ребята, всем привет! И сегодня я буду собирать вот этот танк. Это очень необычный танк, он сделан из дерева в 35-м масштабе. И он, в принципе, очень похож на свой прототип с некоторыми нюансами, конечно, относительно материала. Я хочу сказать, что этот танк идеально подойдет для новичков. Ведь собирается он довольно легко и просто, и при этом во время сборки вы получаете удовольствие. Итак, поехали. И передо мной набор для сборки деревянного танка «Арматы» в 35-м масштабе. И это такой интересный конструктор, больше напоминающий какой-то арт-объект, чем модель. Но все равно это очень интересно и, мне кажется, очень выигрышно будет смотреться на полке. Этот набор от фирмы Baomi. В нем 286 деталей, довольно много. Нам предлагается на сборку 8 часов, и этот набор имеет 3-й уровень сложности. Интересно, что его изготовили в Костроме. И да, это всего лишь бумажка, а не какая-то наклейка на коробку. А на обратной стороне этой бумажки у нас другие наборы от этой фирмы. Мы можем собрать из дерева КАМАЗ, КРАС, ну и БТР. И это тоже довольно интересные арт-объекты. А купить такие деревянные модели от фирмы Baomi вы можете в магазине «Модельная лавка». Ведь именно там есть их полный ассортимент и оперативно появляются новые модели. А по этому промокоду у вас будет скидка в 500 рублей на первый заказ. То есть одна модель у вас получится вдвое дешевле. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Смотрим, что внутри коробки. А здесь рамочки, фанерки из дерева с соответствующими деталями. Очень похоже на пластиковые литнички. В наборе идет наждачка для обработки деталей, а также клей ПВА, он же белый клей. Интересно посмотреть, что гусеницы у танка будут полунаборными. Часть из них сделана сплошняком, а часть в виде отдельных фрагментов, сегментов, траков. Это тоже довольно интересно. Тут раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 рамочек с деталями и инструкция. Инструкция в виде книжечки. Интересно, что башню мы собираем как какой-то тортик-пирожок. Собираем из нескольких этажей фанер. Тут, кстати, обозначено знаком, что склеивать, а что просто вставить. Так, вот так, в принципе, выглядит инструкция. Давайте приступать к сборке. И для первого этапа сборки мне понадобится первая рамочка, и тут все детали идут по порядку. Кстати, интересно, что в наборе на одном из литничков я нашла вот такой инструмент и детальки для вот такого вот держателя клея. Довольно удобно. Итак, чтобы собрать башню, нам нужны детали с 1 по 5. И мы их просто выдавливаем лапами. Раз, два. Аккуратно. Я делаю это в первый раз. Надеюсь, получится все легко и просто. 4 и 5. Так. Теперь эти детали надо немножко обработать наждачкой. Убрать все вот эти вот остатки рамочки. И теперь, согласно схеме, я их устанавливаю. Сюда. Вот. Так. Также с помощью инструмента нажмем посильнее. Все довольно просто. Сейчас еще раз посильнее нажму. Вот так. Проверяем с тем, что у нас получилось. Очень даже похоже. Так, и следующий шаг. Это будет основа башни. И, соответственно, нам нужны детали также по порядку 11, 12 и 13. И вот такая башенка у меня получается. Теперь я перехожу к сбору орудия. И тут все довольно просто. Нужна вот эта деталь. И пару длинных вот этих палочек. Так, теперь я проклею серединки. Теперь мне нужно установить защиту башни. Это детали с 42-43. И теперь мне нужно орудие установить на башню.
Все довольно просто. Совмещаем. И при помощи клея склеиваем. А теперь собираем броню танка. И для этого мне понадобятся детальки с 59 по 64. Я их уже подготовила, осталось установить. Устанавливаем их с помощью клея. Так, я думаю, как-то вот так. А следующим этапом будет сборка корпуса танка. И начинаем мы с днища. Это вот такая деталь. Внизу у нее есть рисунок. И сверху, и внутренний каркас. Устанавливаем. Я думаю, тут клей не нужен. Довольно все плотно входит. Так, и теперь вот эти вот перемычки. А теперь я перехожу к сборке катков. И мне нужно сделать 10 катков таких вот гладких, потом 2, точнее 4 с небольшими выступами. Начнем с простых. И каждый каток состоит из 4 частей. Их нужно просто соединить между собой клеем. Вот так вот прям по порядку. А теперь я склеиваю ведущую звездочку. И тут тоже по схеме все просто. Итак, мы берем одну шестеренку, приклеиваем к ней кругляшок. Так, а теперь я хочу выровнять шестеренки относительно друг друга. Ну, вот так. Все. И вторая собирается так же. И когда все катки собраны, время их устанавливать. И тоже смотрим на схему и устанавливаем. Значит, маленький вперед. Каждое отверстие давайте немножко смажем клеем. Итак, раз, два. Обратите внимание, что вот сюда нужен каток с выступом. Я так понимаю, за него будет крепиться гусеница. Да, и они предпоследние с двух сторон. Все довольно просто. И повторяем с другой стороны. Все. Вот такая ходовая часть получается у танка. И следующим шагом будут гусеницы. Ну а следующим этапом сборки этого танка будет установка гусениц. Так, примерили. Добавляем клей. Соединяем. Теперь нам нужно сделать один трак сюда. И малыши. И теперь большая планочка. Наверное, это самый сложный момент в работе над этим танком. Клей тоже фиксируется какое-то определенное время. Не сразу. Так, вообще все сломалось. Тут мы на звездочку должны еще ориентироваться. Кажется, даже попроще. Так, теперь надо подровнять все это. Ну, думаю, как-то так. Ну, вот так выглядит собранная гусеница. Ну и последним этапом в работе над танком будет установка верхней части корпуса, а также бортов. Для этого мне нужно снять мою башенку. И все довольно просто. Устанавливаем сначала вот эту деталь. Даже клеить, наверное, не надо. На нее
Вот эту. Затем вот эту. И последняя деталь вот эта. Вот ее я, наверное, приклею, чтобы она держала все остальное. Ну, натягивайся. Так. Ну вот. И, соответственно, с этой стороны делаем то же самое. Так, а дальше мы собираем переднюю часть. И для этого мне нужно несколько деталей. Сейчас я их подготовлю. Вот и последний шаг. Я устанавливаю борта и также башню. Так, для этого я просто беру борт. Давайте начнем вот с этого. И вот в эти отверстия вставляем вот эти штыречки. Давайте нанесу клей сюда. Вот так. Соединяем. И с этой стороны также. Так, и теперь просто устанавливаем. Вот такой вот танк у меня получился. И даже башня у него подвижна. Это довольно интересный арт-объект на полке. Видите, у него даже башня крутится, и вполне реалистичный получился прототип, но из дерева. Так что я надеюсь, что мне удалось вас увлечь таким видом творчества. И это вот настоящее какое-то искусство получается на самом деле. До новых встреч. Пока-пока.